Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран в панике приезжает на место происшествия. Когда он видит состояние машины, он очень беспокоится об открытии двери, а когда открывает ее, но не может найти Дилана внутри, он говорит: «Боже, прости их». Он находит в машине телефон и сумку Дилана, затем, оглядываясь вокруг, находит водителя и, проверив его пульс, понимает, что тот мертв. Затем он кричит: «Дилан!». Пока госпожа Сабиха плачет и скорбит в особняке, у Гэжи Азади повышается кровяное давление. Госпожа Сабиха становится очень нетерпеливой и обеспокоенной, когда не получает никаких новостей. Тем временем Хасан находится с ними и вспоминает момент, когда он перерезал кабель. Когда все приходят к Барану на место происшествия, Баран звонит в полицию и сообщает им о происшествии. Потом Дилана нигде не видно, он уходит отсюда в шоке от случившегося, и полиция и жандармерия начнут поиски, но они начнут искать группу за группой, чтобы мы могли начать поиск как можно скорее. Затем он приказывает своим людям не покидать похороны, берет с собой Кудрет-бея и начинает поиски. Дилан, прихрамывая, идет по лесу и садится под деревом. Дилан кладет руку на живот и беспокоится о ребенке. Пока Ясмин думает о том, нравится ли она Харуну, Харун подходит к ней и спрашивает, в порядке ли она. Ясмин отвечает, что нет. Когда Харун беспокоится и спрашивает, что случилось, Ясмин выходит и говорит, что у нее есть работа, и мы можем поговорить позже. Пока Ясмин сидит снаружи, Цеврия подходит к ней и начинает восхвалять перед ней Харуна. Затем Ясмин говорит Цеврии: «Не надейся на Харуна, я ничего к нему не чувствую, я вижу в нем своего друга, я хочу, чтобы так и оставалось». Ясмин расстраивается, но это пройдет, и она забудет об этом. Когда она говорит: «Я не думаю, что это имеет большое значение», Цеврия расстраивается. В то время как господин Баран и господин Кудрет ищут Дилана как сумасшедшие, Баран вспоминает момент, когда он стал отцом, и когда он винит себя и злится, потому что ему жаль, что он не забрал его. Господин Кудрет говорит: «Мы не знаем». «Как так получилось, не вини себя, сейчас не время для этого». Пока Гуль и Ферат искали Дилан, Гуль сказала: «Я видела ее, когда она уходила, она шла за покупками для ребенка, она была очень счастлива», а Ферат говорит: «Это жизнь, но когда ты любишь, ты можешь не сдавайся, ты не представляешь жизни без нее». В этот момент Хейвен и Джихан приходят в том направлении, крича Дилану и мотивируя друг друга найти его, они уходят и начинают искать снова. Когда Джевдет приходит с рынка, он понимает, что Цеврия в плохом настроении, и спрашивает, что случилось. Цеврия говорит: «Поговорим позже». В этот момент Гуль звонит и просит Джевдета к телефону. Когда Гуль сообщает Джевдету, что с Диланом произошел несчастный случай, Джевдет паникует, и когда Гуль говорит, что мы не знаем, где он находится, он пропал, и Джевдет немедленно спрашивает его местонахождение. Когда он вешает трубку, Севрия узнает, что произошло, и когда ей внезапно становится больно, Харун настаивает на том, чтобы Джевдет остался с моей тетей, а я пойду с Ясмин. Джевдет вынужден убедить его, часто говоря: «Давай ему знать». Пока Сабиха страдает от боли, у Хасана звонит телефон, и Хасан идет куда-то еще и рассказывает Джавахиру, что произошло. Когда Джавахир злится на него, Хасан говорит: «Я сделал то, что должен был сделать. Баран убьет меня, если узнает, если я сожгу и тебя». Когда он вешает трубку и оборачивается, он находится лицом к лицу с Гэжой Сабихой. Джавахир очень злится и отправляет Шаира принести новости о них. Когда госпожа Сабиха спрашивает Хасана, с кем вы разговаривали, Хасан отвечает, что ни с кем. Когда госпожа Сабиха спрашивает, есть ли какие-нибудь новости от баранов, она отвечает «нет» и уходит. Дилан продолжает беспомощно идти по лесу. Дилан становится очень слабым и падает под дерево. Пока господин Баран и господин Кудрет кричат «Дилан», Баран говорит, что он что-то чувствует, я чувствую, что что-то происходит.
Потом он чувствует, говорит так и бежит. Харун и Ясмин приходят в лес и встречают Ферата и Гуля. Затем они уходят и снова продолжают поиски. Когда Джихан спрашивает Хевина, больше ли испытаний для хороших людей в этом мире, Хевин вспоминает время, когда они схватили Дилана. На этот раз Фератлар встречает Джихан, Дилан начинает двигаться там, где она потеряла сознание, и вспоминает свои прекрасные воспоминания с бараном. В этот момент он слышит крики барана. Дилан настолько слаб, что ему трудно заставить барана услышать свой голос. Пытаясь позвать барана, он снова теряет сознание. Когда господин Барасн и Кудрет идут в другом направлении, они не видят Дилана. С одной стороны, баран молится и говорит: «Пусть мы найдем их целыми и невредимыми». Когда Ясмин вот-вот упадет, Харун ловит ее, а когда Ясмин злится, Харун идет, но на этот раз они теряют друг друга, поскольку Харун думает, что Ясмин стоит за ней. Когда Ферат понимает, что Гуль устала, он не может ей помочь и предлагает ей отдохнуть и давай ее искать, но Гуль говорит, что если я потеряюсь, то он не остановится, ничего страшного, давайте искать и найдем его. Дилан приходит в сознание и понимает, что попал в аварию, недоумевает, зачем он сюда пришел, и кричит: «Баран, я здесь». Она мотивирует себя быть сильной ради своего ребенка и барана и пытается найти способ сбежать из леса. Дилан снимает с шеи шарф, привязывает его к ветке дерева и идет искать дорогу. Когда Берон снова чувствует боль в сердце, господин Кудрет спрашивает: «Мы там смотрели, вы уверены?» Но Берон говорит: «Я чувствую это, пойдем и найдем Дилана». Ясмин начинает искать Харуна и очень пугается. Цеврии и Джевдит с нетерпением ждут новостей от Харуна. Затем Джевдит звонит Харуну и спрашивает о Дилане, новостей нет, и он предупреждает Ясина, чтобы он был осторожен, потому что его рука уже сломана. Харун не может сказать, что потерял Ясмин. Берон доверяет своим чувствам и находит шарф Дилана. Дилан вспоминает свои прекрасные воспоминания с бараном и просит Бога о помощи, думая о том, как найти дорогу в лесу. Затем она говорит себе: не сдавайся, будь сильной и смелой ради своего ребенка. Он снова собирается с силами и начинает идти. Ясмин продолжает повсюду искать Харуна. Харун не знает, кому позвонить, и, крича Ясмин и Дилан, внезапно сталкивается с Ясмин. Как только Ясмин видит Харуна, она обнимает его. Госпожа Сабиха охвачена печалью и, пытаясь уйти, потому что ей нужно искать дочь, она заболевает. Госпожа Азади просит Гэжу Кадер немедленно вызвать врача. Когда баран начинает чувствовать себя безнадежным, господин Кудрет пытается его подбодрить, но ему при этом очень грустно. Баран, который очень беспомощен и не знает, что делать, время от времени не может сдержать слез. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.